Ну что ж, представители Украины подписали и ратифицировали так называемую угоду по ресурсам между. А вот между кем это интересно? Между урядами, то есть Кабмином Украины и правительством США. Это отсылка к легитимности, если что. Но интересно не это, а то, что данный документ по сути меняет саму суть оборонительной войны. Ведь, согласно документу, деоккупированные от России территории уже не полностью будут принадлежать Украине. Но обо всем по порядку. Мы не видели абсолютно никакого общественного обсуждения, а что же именно подписала Украина. Я сделал краткий разбор документа, который в открытом доступе на сайте Верховной Рады. И уверяю вас, этот документ меняет абсолютно все. Как я и говорил, по сути Украина объявила дефолт по своим внешним долгам, когда подписала угоду по ресурсам с США. Нам объявили сумму задолженности, мы объявили о невозможности ее выплатить, то есть банкротство. Нам по процедуре банкротства назначили финансового управляющего по распродаже активов в виде, в кавычках, общего фонда. И в кавычках я говорю не просто так, ведь фонд же не такой и общий. Сходу первыми тремя пунктами речь идет о создании юрлица. Корпорации от США, такой себе Амер Укренерго, которому уряд США и уряд Украины будут максимально содействовать в развитии. Дальше текст идет очень красиво, стелет гладко. Часто упоминается фраза «обмежене партнерство». Вот только не указали, обмежено для кого. Статья 4. Пунктом 1 четко и однозначно указано, что все доходы, полученные от эксплуатации активов и ресурсов фонда, не подлежат абсолютно ни единому налогу или сбору, ни одним государственным органам Украины. Казалось бы, но так не будет налогов, а будет прибыль 50 на 50 от фонда идти в бюджет. Да, но кто вам сказал, что 50 на 50? Далее пункт 2 этой же статьи. Смотрим на буквы. В первой статье четко и непоколебимо указано, не підлягають оподаткуванню, бла-бла по тексту, будь-яким державним органам України. Теперь читаем второй пункт, формулировку на эту же тему, но от США. Снова идет по тексту, согласно законам США, уряд Сполучених Штатів Америки очікує, що партнер від України не буде обкладатися федеральним податком США. Мысль поняли? Там четкое обязательство, а тут очікування, пожелание. Далее статья 5 четко описывает валютные операции, что все доходы, какие бы ни поступали независимо от того, где реализуется продукция, должны конвертироваться в доллар и выплачиваться в долларе. Вы вообще понимаете, что когда это заработает на полную мощность, какое давление это окажет на курс гривны? Ведь сейчас обратная ситуация, валютную выручку вы должны сдавать и менять на гривну для баланса валюты на рынке. Смотрите, что происходит. Трамп вводит пошлины, что не просто оказывает влияние на торговый баланс, а в конечном итоге это оказывает влияние и на валютный баланс. Он так хочет защитить доллар. Нас же ставят в диаметрально противоположную ситуацию по разрушению гривны. А когда гривна валится еще больше, то само собой и активов в Украине можно скупить еще больше. Далее статья 6. Это просто шедевр. Я не знаю, тут надо стоя аплодировать автору. Это просто развод лохов тысячелетий. И причем это настолько запутанная формулировка, которая ломает мозг, что я реально с 5-го раза еле смог понять, что тут написано. Статья 6 описывает взносы учредителей в партнерство. Партнерство — это тот самый общий фонд по ресурсам. Может, я не понял, я не знаю, потому что там написано так, что читайте сами документ на сайте Рады номер 4417-9 или выдержка с этой статьи в описании под этим видео. Теперь я попытаюсь объяснить смысл. Вспоминаем про фонд 50 на 50. Значит, первое. Доля США вообще никак не упоминается. То есть она по умолчанию считается выплаченной. То, что я сказал, как объявление дефолта. Второе. Доля Украины в фонде по ресурсам США выглядит как право на согласованный с Украиной доход.
То есть, по сути, доля США – это доля, которую они нам дали в виде вооружений ранее. Доля Украины – это будущий денежный поток, а точнее 50% от всех роялти, лицензий и всего, чего только можно, связанного с ресурсами, которые мы когда-либо будем получать в будущем. То есть доля Украины – это пожизненная выплата 50% от всех доходов, связанных с ресурсами, которые будут перечисляться в общий фонд, кроме доходов, полученных из самого фонда. Нет никакого 50 на 50. Есть доля США, ранее выплаченная, и есть доля Украины как обязательство на протяжении действия всей угоды, то есть пожизненно, выплачивать 50% от всех лицензий по ресурсам. Но не в этом соль, слушайте дальше. И, наконец, третья вишенка на торте. Это же статья 6, пункт 5. Пропагандисты офиса часто заявляют, что если бы мы не подписали угоду, то нам бы не дали вооружений для войны с Россией. Пункт 5 четко регулирует этот вопрос. Выходит, что если Украина собирается далее воевать, то есть получать вооружение от США для войны, то стоимость абсолютно всех этих вооружений будет зачислена как доля в общем фонде по ресурсам со стороны США. Вывод простой. Если мы воюем далее, то наша доля в фонде сокращается. Само собой, если мы воюем и отвоевываем территории, то к этому моменту все ресурсы на деоккупированной земле будут принадлежать США. Не отвоевываем, значит России. То есть, если мы берем еще вооружение на 5 миллиардов, то наша доля во владении по ресурсам Украины уменьшается на 5 миллиардов, а США на 5 миллиардов увеличивается. Говорю сразу, я никоим образом тут не хочу подорвать боевой дух солдат или демотивировать кого-то. Я не веду тут никакой подрывной деятельности, как могут мне сказать. Ну, не я же в этом виноват, не я же подписывал этот документ. Я просто читаю то, что написано в документе. Вспомните, как я рассказывал, что война России против Украины – это не просто война двух сторон. Это война России в партнерстве с США против Украины по ее разделу. Мне все годы не верили, что РФ и США – это партнеры. Напомните, с помощью чего Россия обходила санкции США? С помощью USDT. А как тогда кричали про санкции? Санкции – это не более чем сказка для лохов из Украины, что США борется с Россией. И сказка для лохов из России, мол, смотрите, мы не уступим прогнившему Западу. Но теперь уже даже на законодательном уровне будет скоро закреплено, что такое стейблкоин USDT. Это тот же самый госдолг США. То есть всю войну Россия обходила санкции, инвестируя в США. Так подскажите мне, кто там с кем воюет? А теперь мы видим результат. Часть Украины оккупировала Россия, часть продали на пожизненные выплаты американцам. Вопросы еще у кого-то остались? Всем идиотам из России, которые положили миллион россиян в борьбе с неким нацизмом и гнилым Западом, я передаю особый привет. За ваши налоги полным ходом скупают госдолг США. А мы идем далее. Что регулирует статья 7 угоды по ресурсам США? Что в дальнейшем, когда абсолютно любой государственный орган Украины кому-либо и как-либо разрешает использовать ресурсы Украины, то прежде всего он должен предоставить общему фонду инвестиционную информацию. А также, если фонд проявит желание в использовании этих ресурсов, то фонд не может получить менее выгодные условия для инвестиций в такой ресурс, чем любое другое предприятие. Статья 9 регламентирует разрешение споров. Изначально ходили слухи, что они описывают, что все споры будут разрешаться в судебной юрисдикции США. Видимо, это единственное, где мы урвали бонус, потому что там описано, что все споры решаются путем совместных консультаций. Это единственное, что я могу назвать неплохим пунктом, хотя доверять тем, кто будет договариваться от лица Украины, я не могу. Итак, в завершении статья 10 описывает то, что изменения в угоду можно вносить в любой момент. Статья 11 регламентирует, что конечного срока действия договора нет. Он пожизненный. В описании вы можете увидеть список, о каких ресурсах Украины идет речь. Вы, наверное, не знали, чем богата Украина. Всем хорошего дня
и мирного украинского неба. Видимо, только небо у нас и осталось.